Почему Русь не освободилась от татарского ига после Куликовской битвы? Грозный враг повержен. Ценой огромных потерь, рек крови и тяжелейшей битвы ордынцы бежали или были убиты. Казалось бы, зачем теперь платить дань и подчиняться тем, кого победили? Почему Русь будет вассалом Орды еще многие годы? Ответы на эти вопросы, которые логично появляются в голове у читателя отечественной истории, будут даны ниже. Русь вообще не побеждала Орду на Куликовом поле. Итак, первая причина сохранения ига – Дмитрий Донской победил вовсе не армию Орды. Великая Замятня, как называли ее на Руси, то есть междоусобица в Орде, возникла внезапно, но была обычным делом для этого государства. Чингизид Тохтамыш был наследником по закону, но плохим правителем и воином. Имел репутацию несчастливого царя, и его авторитет был не только низок, но и подвергался сомнению. Второй претендент, великий Тимур Тамерлан, не был столь родовит, однако имел бесспорный дар руководителя и величайший талант полководца. Его боялись и почитали все. Ему монголы служили с радостью, зная, что под крылом великого человека. Зачем им теперь хан-неудачник Тохтамыш? Противостояние двух претендентов быстро перетекло в войну, где Тимур постоянно одерживал победы, отчего Тохтамыш был вынужден искать покоя в сибирских землях, но формально оставаясь первым ханом рейтинга. Третий кандидат, небольшой Мурза Золотой Орды Мамай, появился внезапно. За ним не было рода Чингисхана и прав на престол, не было необычайного таланта и славы. На что рассчитывал этот безумец? Скорее всего, он был управляемой фигурой, существовавшей на деньги Великого княжества Литовского. Оно достигло пика своей мощи, уже не платило Орде, и так впервые попыталась поставить своего человека на ее трон. На литовские деньги Мамай нанял войско, где монголов было не более трети, и объявил о том, что он тоже великий хан, к насмешкам Тимура и Тохтамыша. Именно Мамая и его армию наемников и победила Русь на Куликовом поле. Относительная слабость Руси. Куликовская битва потребовала едва ли не всех сил русских княжеств. Победа далась тяжело, большой кровью. Успех обеспечил излюбленный татарский прием – нападение резерва из засады. Конечно же, Москва укрепилась после победы, особенно в моральном плане. Но Орда была еще на голову сильнее. Был Тохтамыш со своей большой армией, который через 3 года сожжет Москву, так как посчитал, что поведение русских князей стало слишком заносчивым. А перед приходом Тохтамыша Дмитрий Донской позорно сбежит из Москвы, показывая, что не собирается оказывать ему сопротивление. А ведь еще был и Тамерлан с огромным войском головорезов, который пошел на Русь, узнав о переписке Донского и Тохтамыша и расценив это как принятие Русью его стороны. Русь в ужасе ждала истребления, горы из черепов и рек крови, что Тамерлан неоднократно притворял в жизнь в своих среднеазиатских владениях. Однако он внезапно развернул войско назад. Что помешало ему, загадка до сих пор. То ли явление Богородицы во сне, запретившей ему поход, как гласит легенда, то ли наступавшая зима, то ли дела на родине. Он лишь взял несколько городов на юге и оставил записи о восхищении красотою местных женщин. Русь не смогла бы на том этапе противостоять войскам Тохтамыша и Тамерлана в отдельности, а уж тем паче соединенная Орде. Дипломатический момент. Несмотря на позор и тяжесть ига, оно давало и некоторую защиту. Русь, потрепанная и слабая, оказавшись независимой, стала бы уже не вассалом страшной империи монголов, а мелким государством Европы под боком у сильных и агрессивных соседей – Великого княжества Литовского и орденов-крестоносцев. Пята монголов на голове русских земель все же давала защиту от агрессии с запада, нападения бывали, но масштабных походов не случалось. Преждевременный выход из ига мог дать старт новому завоеванию уже с другой стороны. Таким образом, если отбросить патриотический пыл о великой победе над Ордой, мы получим не самую благостную картину. Русь победила одного из слабейших монгольских претендентов на трон, надорвалась в военном плане. Этой победой бросила вызов Тамерлану, которого боялся Тохтамыш. Уцелела она лишь по случайности,
когда Тимур вдруг решил уйти назад, но все равно поплатилась за успех от рук своего патрона Тохтамыша. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.